Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я вам предлагаю приготовить вот такой простой, наивкуснейший торт. Готовится быстро, просто и очень легко. И для этого нам понадобится 200 грамм печенья савоярди, 100 миллилитров апельсинового сока. У меня свежевыжатый апельсиновый сок из 2 средних апельсинов. Форма диаметром 20 сантиметров. Печенье я нарезала по высоте формы. Слегка окунаю с 2 сторон в апельсиновый сок и раскладываю по бордюру формы. А вы знаете, что печенье савоярди было придумано при дворце герцогов Савойских в конце 15 века в честь приезда короля Франции. И немного спустя получила статус официального печенья Савойи. По дну тоже раскладываем обрезки. Никаких обрезочков у нас не остается, совсем там мало, 3-4 штуки. Вот такая красота уже получается, уже красиво. 130 грамм рикотты. 220 миллилитров сливок жирностью 35%. Взбить вместе. Начинаем с маленьких оборотов, постепенно увеличивая скорость до твердых пиков. Вот такая масса у нас должна получиться. Очень нежная. Торт мне нравится тем, что я в него не добавляю ни 1 грамма сахара. Здесь у меня консервированный персик, 1 штука. Я его мелко нарезала и добавляю ко взбитым сливкам и рикотте. Все хорошо перемешиваю. Это будет одна из наших начинок для торта. Лопаткой почищу края. И теперь выкладываем в форму, хорошо уплотняя и хорошо разравниваем по всему диаметру формы. Торт получается очень нежный, вкусный, с ароматом персиков и апельсинов. Я вам очень рекомендую его приготовить. Тем более он готовится очень просто. Все хорошо разровняли и отставляем в сторону. Я уберу в холодильник. А тем временем подготовим ингредиенты для другой начинки. 1 апельсин я складываю в миксер. 120 миллилитров апельсинового сока. И все измельчаю миксером. Затем отцеживаю через сито
Нам совершенно не нужен жмых, который остается от апельсинов. Нам нужен чистый сок. К соку добавляем 25-30 грамм кукурузного крахмала. Все хорошо размешать, чтобы не было комочков. И будем кипятить, постоянно помешивая на среднем огне. Как только масса станет прозрачной и закипит, отставляем в сторону. Вот такая она у нас должна получиться. Добавлю в нее 2 грамма ванилина. Еще раз все хорошо размешаю и оставлю на 10 минут остывать. Выкладываем сверху и хорошо разравниваем. Чтобы получился красивый ровный верх. Этот торт палочка-выручалочка, когда не хочется не выпекать, а хочется просто наслаждаться и отдыхать. И теперь мы его убираем, накрываем пленкой и убираем в холодильник. Минимум на 4 часа. Прошло у меня 3,5 часа. Вот так я его украсила. И вот такой красивый торт получился. Внутри он нежный, легкий, без 1 грамма сахара. И начинка очень красиво выглядит, и вкус потрясающий. Надеюсь, вам понравился рецепт. Всем приятного аппетита и до новых встреч!